Село Ивановка не просто находилось в лесу. Оно было его частью. Дома здесь строили из вековой лиственницы, которая со временем темнела, становясь похожей на скалы. Зимой сугробы доставали до самых крыш, а летом воздух становился таким густым от аромата хвои и смолы, что его, казалось, можно было пить вместо чая. Жители Ивановки были людьми немногословными, с мозолистыми руками и привычкой слушать тишину. Андрей занимал в этой иерархии особое место. Лесник, но это не просто профессия. Это своего рода сан. Он был судьей в спорах между человеком и природой. Его дом стоял на самом отшибе у опушки, где начиналась тропа к мшистым топям. В его избе всегда пахло сушеными травами, ружейным маслом и старыми картами. Андрей вел учет каждой вырубки, каждого высаженного кедра и, что важнее, знал в лицо почти всех крупных хищников в своем обходе. То памятное утро началось с предчувствия беды. Еще до того, как медведица ударила в стену, Андрей проснулся от странного зуда в ладонях. Он подошел к окну и увидел, как туман клочьями цепляется за ветки берез, словно пытаясь удержать уходящую ночь. Удар. Первый же толчок в стену заставил посуду на полках отозваться тонким звоном. Андрей не испугался, страх давно выветрился из него за годы службы. Но он почувствовал глубокое недоумение. Медведи никогда не подходят к жилью так открыто, если только ими не движет крайняя нужда. Когда он увидел за стеклом морду зверя, он заметил, что нос медведицы был в сухой земле, а дыхание вырывалось из пасти тяжелыми рваными облаками пара. Она не пыталась выломать дверь, она именно стучала, призывая того, кого считала хозяином этого леса. Выйдя за порог, Андрей ощутил всю тяжесть момента. Медведица была огромной, старая матушка, как называли таких в этих краях. Она весила не меньше 300 килограммов, и один удар ее лапы мог превратить человека в месиво. Однако она вела себя почти как домашняя собака. Отбегала на несколько шагов, останавливалась, вставала на задние лапы, чтобы лучше видеть Андрея, и издавала короткий гортанный звук, в котором слышалось нетерпение. «Иду я, иду», — негромко ворчал Андрей, стараясь выровнять дыхание. Путь лежал через старую гарь, где поваленные стволы переплелись в безумный лабиринт. Медведица двигалась с удивительной для такого веса грацией, перемахивая через завалы, в то время как леснику приходилось продираться сквозь колючий малинник. Он видел, как она то и дело оглядывается, словно проверяя, не повернул ли человек назад. В глубине души Андрея боролись два чувства — профессиональный азарт и человеческое сострадание. Он уже догадывался, что произошло. В этих краях в последнее время активизировались залетные, городские браконьеры, которые не чтили лесных законов и ставили ловушки где попало, даже на звериных тропах, ведущих к водопою. Для Андрея это было личным оскорблением. Его лес осквернили сталью и предательством. Когда они достигли чертова оврага, звуки стали отчетливее. Это был плач, тонкий, высокий, почти детский. Андрей почувствовал, как по спине пробежал мороз. Медвежонок висел на склоне, зацепившись за корень старой сосны. Стальная петля захлестнула не только лапу, но и частично туловище, передавив дыхание. Глаза малыша были залиты кровью из лопнувших сосудов. Он почти не шевелился. Андрей понимал, времени нет. Если медвежонок задохнется прямо сейчас, медведица в своем горе может обвинить единственного человека поблизости. «Отойди, мать!» Андрей выставил руку вперед ладонью к медведице. «Отойди.
Дай мне сделать работу». Удивительно, но зверь подчинился. Она отошла на край поляны и села, качаясь из стороны в сторону, словно в каком-то жутком трансе. Андрей достал инструмент. Сталь петли была окаленной, дешевой и злой. Каждый раз, когда кусачки сжимались, металл сопротивлялся, издавая противный скрежет. Малыш вдруг дернулся, и острая проволока еще глубже впилась в его нежную кожу. Он издал такой душераздирающий крик, что медведица вздыбилась и глухо зарычала. Андрей замер, чувствуя, как у него на затылке зашевелились волосы. Он не дышал несколько секунд, пока хищница снова не опустилась на 4 лапы. «Еще немного», — прошептал он. Наконец, последняя нить троса поддалась. Медвежонок безвольно рухнул на руки Андрея. Тот мгновенно оценил повреждения. Лапа была сильно изрезана, но кость, к счастью, казалась целой. Однако холодный утренний воздух и шок делали свое дело. Зверька колотил озноб. Андрей скинул свое старое пальто, которое служило ему верой и правдой. Добрых 10 лет. Оно было пропитано запахом махорки и хвои. Запахами, которые ассоциировались у лесного зверя с силой, но не с угрозой. Он завернул малыша в сукно, как младенца. Обратный путь к медведице занял вечность, хотя пройти нужно было всего 10 шагов. Андрей чувствовал тепло маленького тела и то, как медленно выравнивается ритм его сердца. Он подошел на максимально допустимое расстояние и бережно уложил сверток на мох. То, что произошло дальше, Андрей будет вспоминать до конца своих дней. Медведица подошла к пальто, осторожно обнюхала его, а затем лизнула руку Андрея. Ее язык был шершавым, как наждачная бумага, а дыхание — горячим. Это не был жест подчинения, это было высшее признание равенства. Затем она зубами аккуратно подхватила край пальто, помогая медвежонку выбраться, и подтолкнула его в сторону леса. Андрей стоял на поляне один, без пальто, с кусачками в руках, и смотрел, как 2 темных силуэта растворяются в зеленом море тайги. События того утра не остались тайной. В Ивановке новости разлетаются быстрее, чем лесной пожар. Вечером того же дня к Андрею пришли мужики из деревни. Они молча слушали его рассказ, передавая по кругу кружку крепкого чая. «Значит, просила?» — спросил дед Макар, самый старый охотник в селе. «Просила», — кивнул Андрей. «Глазами просила». С того дня в селе что-то изменилось. Мужики сами, без приказа лесника, вышли в лес на зачистку. За неделю они сняли более 30 незаконных капканов и петель. Браконьерство в округе Ивановки стало делом не просто незаконным, а постыдным. Те залетные, что рискнули сунуться в лес через месяц, уехали ни с чем, их просто не пустили в лес местные жители, вставшие на защиту своего соседа. Андрей же стал живой легендой. Говорили, что с тех пор медведи никогда не трогали скотину жителей Ивановки, словно в лесу был заключен негласный пакт о ненападении. Лесник продолжал свою работу, но теперь в его глазах появилось новое выражение. Спокойная уверенность человека, который точно знает. Сострадание — это не слабость. Это высшая форма силы, понятная даже самому свирепому зверю. Эта история передавалась из уст в уста, обрастая новыми деталями, но суть оставалась неизменной. В самом сердце дикой тайги, где выживает сильнейший, однажды победила доброта. И пока в мире есть такие люди, как Андрей, у этого мира есть надежда на искупление. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также пишите комментарии, с какого города вы нас смотрите. До свидания.